Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки-следочки, такие вот осенние мотивы. Значит, из двух частей в этот раз у меня будет. Сначала свяжу верхнюю часть, деталь мыска, потом отдельно свяжу вот эту вот боковую заднюю часть, потом это все примонтирую и закончу обвязкой. Значит, ниточки у меня в этот раз я взяла секционную пряжу, так что нам понадобится. Значит, по моим расчетам, вот 210 метров в 100 граммах у меня. На мысок я, значит, основной цвет у меня вот эта вот секционка, а белый я взяла обычный акрил 240 метров. Поэтому мысочек у меня получился небольшой. Я вот пробник сначала вязала и взяла одинаковую пряжу, одинаковым метражом. Вот смотрите, он получился вот настолько больше мысок. Поэтому все потом подрасчитала, связала второй размер. Значит, вот эта вот моделька, по моим расчетам, по ширине от 37 до 39 проходит. Длину, вот эту вот часть, уже будем регулировать по своей подошве, значит, с помощью примерки. Вязать я буду мысок спицами номер 2,5, остальной весь следок буду вязать спицами номер 3. Также мне понадобится крючок, обвязывать буду вот этот вот верх, хотя ну, потом в процессе обвязки вам покажу. Можно, кто с крючком не дружит, можно это просто будет вот внахлёст нитка это все двойной перетянуть. Значит, переходим к вязанию. Переходим к вязанию. Сейчас я начну вязать, значит, мысок, вот эту вот детальку. В процессе вязания я все детали буду измерять в сантиметрах, чтобы вы смогли сориентироваться. Может быть, у вас метраж пряжи будет другой, поэтому вот в сантиметрах можно будет ориентироваться, сколько вам меньше или больше будет, нужно будет набирать петель. Значит, это по поводу следочков. Теперь вязать я буду вот по такой схеме. Обычный листик с Пинтереса. Можете это заскриншотить. Оба тапочка у меня в разном направлении у меня идут листики. По ширине и по высоте он 15 клеточек. Поэтому сейчас я буду вязать вот этот вот листик. Следующий. В любом виде можно перевернуть, вот так сказать, направление. Можно и так связать, как хотите. Второй тапочек можно просто перевернуть в зеркальном, в обратном направлении связать. Поэтому здесь уже дело фантазии. Значит, так, покрутила. Начну сейчас с мыска на спице номер 2,5 своим акрилом. 240 метров у меня в 100 граммах, как я говорила. Наберу 11 петель обычным способом. Набрала 11 петель. Первый ряд провяжу все лицевыми. У нас лицевая сторона сейчас. Все провязываю до конца лицевыми. И по изнаночной стороне провяжу все изнаночными. Далее по лицевой начну делать прибавки. Значит, сейчас довязываем лицевыми. Так, последнее. Кромочную я провязываю изнаночной. Перешла на изнаночную сторону. Первую снимаю. Остальные все вяжу изнаночными. Вяжем до конца ряда все изнаночными. Последнюю кромочную тоже провяжу изнаночной. Так, теперь лицевая сторона. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, делаю одну добавку. Далее все вяжу лицевыми, не довязывая 2 петель до конца ряда, точно так же сделаю одну добавку. Две петельки осталось, одну добавила. Так, перешли на изнаночную сторону. Здесь без изменений все вяжем изнаночными. И опять на лицевой стороне делаю добавки. Буду расширять, пока у меня не будет 19 петель. Значит, сейчас провяжем. Я расширю до 19. Если у вас метраж другой, меньше, или хотите пошире сделать этот мысок, можете на пару петель больше добавить. Значит, так, вяжем.
Расширяем мысок. Так, последняя. И опять лицевая сторона. Первую снимаю, вторую провязываю. Далее делаю добавку и все вяжу лицевыми. И точно так же сделаю добавку одну в конце ряда. Вяжем, расширяем. На спице у меня 19 петель. Перехожу к узору. Первый ряд узора сейчас будет. Значит, я провяжу весь узор ряд за рядом. Кто может вязать по схеме, можете сразу вязать по схеме. Так. Я буду называть коричневый цвет и белый цвет. Хотя это у меня основной цвет, секционка. Значит, первые 5 петель я провяжу белым цветом. Лицевыми петлями все вяжу. 1, 2, 3, 4, 5. Одна петелька коричневым. Три белым. Одна коричневым. 5 белым. 3, 4, 5. И опять одна коричневым. Осталось 3 петли, провязываю их белым цветом. Это у нас был первый ряд. Перешли на изнаночную сторону. Далее опять вяжем по схеме. Первую снимаю. Я ее буду считать тоже. 1, 2, 3 белым провязали. Вместе с кромочной 3 белым. 4 коричневым. 1 белым. 2 коричневым. 1, 2, 3 белым. 2 коричневым. И оставшиеся 4 петли провязываем белым цветом. Это был второй ряд. Переходим на лицевую сторону. Третий ряд узора. Первые 2 петли провязываем белым цветом. 1. Ну, я с первой считаю, мне так удобнее. Первую снимаю, вторая. Первые 2 белым. Может, это неправильно, но мне так легче ориентироваться. Далее 1 коричневым. 1 белым. 3 коричневым. 1, 2, 3. 1 белым. 7 петель коричневым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вот здесь, чтобы не делать большой протяжки, я подвяжу новую белую нить. И оставшиеся петли, 4 петли до конца ряда, я провязываю белым цветом. 1, 2, 3, 4. Так, это у нас был третий ряд. Переходим на изнанку. Четвертый ряд узора, изнаночная сторона. 4 петли белым. 1, 2, 3, 4. 7 петель коричневым. Изнаночная, все изнаночными. Лицевая сторона, все вяжу лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Теперь 1 белым, 5 петель коричневым, 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся 2 петли белым цветом довязываем. Это был 4-й ряд, довязываем его до конца. 4-й довязали. Лицевая сторона, 5-й ряд. 1, 2, 2 белых, 5-й ряд это у нас. 5 петель коричневым. 1, 2, 3, 4, 5. 1 белым, 1 коричневым, 1 белым, 3 коричневым, 1, 2, 3, 1 белым, 2 коричневым, 1, 2. Осталось 3 петли у меня. Довязываю их белым цветом. 1, 2 и 3. Это был 5-й ряд. Переходим на изнанку. 6-й ряд узора, изнаночная сторона, 4 петли белым. 1, 2, 3, 4. 2 коричневым. 1 белым, 2 коричневым, 1 белым, 4 коричневым, 1, 2, 3, 4, 1 белым, 2 коричневым. Осталось 2 петли, провязываем их белым цветом. 6-й ряд это был, заканчиваем, переходим на лицевую сторону. Так что у нас здесь вот так вот. 7-й ряд, 3 петли белым цветом. 1, 2, 3. 1 коричневым, 1 белым, 4 зеленым. Ой, 4 коричневым. Господи, откуда я зеленый взяла? 1, 2, 3, 4. 1 белым, 1 коричневым, 1 белым, 5 коричневым, 1, 2. Ниточку здесь перебрасываю. 3, 4, 5. И оставшиеся 2 петли провязываю белым цветом. Так, это у нас 7-й ряд. Заканчиваем. Переходим на изнанку. 8-й ряд, изнаночная сторона. 3 белым. 1, 2, 3. 3 белым. 5 коричневых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 белым, 4 коричневым,
1, 2, 3, 4. 1 белым, 3 коричневым, 1, 2, 3. И оставшиеся 2 петли провязываем белым цветом. Это у нас был 8 ряд. Переходим на лицевую сторону, довязали. Лицевая сторона, 9 ряд. Первые 2 белым, 1 белую сняла, 2 белую провязала, 3 коричневым, 1 белым, 3 коричневым, 1, 2, 3, 1 белым, 5 петель коричневым цветом, 1, 2, 3, 4, 5. Оставшиеся 4 петли белым цветом. 1, 2, 3, 4. Это был 9 ряд. Довязали до конца. Переходим на изнаночную сторону. 10 ряд узора, изнаночная сторона. 6 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 коричневым. 1, 2, 3, 4. 1 белым. 2 коричневым. 1 белым. 2 коричневым. 3 белым. Последние 3 петельки белым цветом. 10 ряд это довязываем. Переходим на лицевую сторону. 11 ряд узора, лицевая сторона. 3 петли белым цветом. 1, 2, 3. 2 коричневым. 1 белым. 1 коричневым. 1 белым. 7 петель коричневым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оставшиеся петли до конца ряда, 4 петли, провязываем белым цветом. Так, 11 ряд это довязываем до конца, переходим на изнаночную сторону. Изнаночная сторона, 12 ряд узора. Первые 3 петли белым. 1, 2, 3. Далее 9 петель коричневым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 белым. 2 коричневым. Осталось 4 петельки, провязываем их белым цветом. Это был 12 ряд. Перешли на лицевую сторону. Лицевая сторона, 13 ряд узора. Первые 5 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5.
2 петли коричневым, 4 белым, 1, 2, 3, 4. Далее 6 петель коричневым цветом, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставшиеся 2 петли белым довязываем. Это у нас 13 ряд. И переходим на изнанку. Так, вот такой вот получается. Изнаночная сторона, 14 ряд узора. Первые 3 петли белым цветом, 1, 2, 3. Далее 10 петель коричневым, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 коричневым, 1 белым и 1 коричневым. Осталось 4 петельки, провязываем белым цветом. Это был 14 ряд. Так, 15 ряд, лицевая сторона. Это у нас будет последний ряд узора. Вот какие молодцы, мы быстренько связали. Так, первая, вторая белым цветом. Далее 2 коричневым. 1, 2, 3 петли белым. 1, 2, 3 белым и 5 коричневым. 1, 2, 3, 4, 5. Остальные все петельки до конца ряда провязываем белым цветом. Все, узор закончен. Довязали до конца белым. Что у нас дальше идет по схеме? Обратно возвращаемся по изнанке, провязываем все белым цветом. И с лицевой стороны начнем делать убавки. Вяжем. Перешли на лицевую сторону, по изнанке все белым провязали. Теперь лицевая сторона, первую снимаю. Точно так же, как мы прибавляли, теперь буду убавлять. Вторую провязала. Следующие 2 провязываю вместе. Далее вяжу лицевыми, пока не останется до конца ряда. 2 петельки, перед ними сделаю убавку. Вяжу до конца ряда так. Пришли в конец ряда, 4 петли у меня здесь. 2 петельки провязываю вместе. Я их переворачиваю, чтобы они смотрели туда, куда надо. 2 вместе провязала. Следующую провязываю лицевая и кромочная изнаночной. Так, все, перешли на изнаночную сторону. Все вяжем изнаночную без изменения. Убавки будут только по лицевой стороне. Все провязываю изнаночными. Опять лицевая сторона. Первую снимаю, вторую провязываю, следующие 2 убавляю, провязываю 2 петельки вместе, одну убавила, то есть вяжем далее все лицевыми и также убавлю в конце ряда. Так буду убавлять, пока у меня не останется 11 петель. Так, пришли в конец ряда. 2 петельки провязываю вместе,
одна лицевая и последняя кромочная. По изнанке все изнаночными. Убавляю по лицевой стороне. Убавлю до 11 петель, к вам вернусь. Убавила я петли, теперь закрываю их. У меня 11 петель, по изнанке вернулась. И по лицевой стороне все закрою по 2 петельки. Обычным способом закрываю. Закрыла петли все. Теперь, сейчас нитки надо подвязать. Если тут вот пару хвостиков у меня осталось, попрячем все это под ниточки. Пока будем вязать подошву и полотно само следочка, значит, вот эту вот детальку можно положить под какой-то пресс, под толстую книгу, чтобы она разровнялась. И сейчас сразу посчитаем, вот сколько у нас здесь получилось вот этих вот кромочных петель. Я потом расскажу, для чего это нам нужно. У меня их будет 19 петель, вот этих вот по кромке. Так как я вяжу сразу 2-3 пары мне нужно. И вам советую связать сразу 2 заготовки. 2 заготовки, 2 мыска, чтобы потом не запутаться, где больше провязали, где меньше провязали. Ну или записывать каждый рядок. Значит, этот я уже подержала. Вот у меня энциклопедия большая. Смотрите, он разровнялся. Намного больше выглядит, чем только связанный. Сейчас я его замеряю сразу вам в сантиметрах, что это у меня здесь получилось. Так, в ширину. Вот, смотрите, почти 7 в ширину и высоту 9,5, чуть больше. Так, значит, откладываем пока эти мыски, поэтому можно сразу связать второй. Так будет проще. Теперь на спице номер 3 сейчас будем вязать вот эту вот часть, подошву, вот это вот все полностью. Полностью у меня секционная пряжа, вот без всяких добавок, без ничего. Набираю 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 набрали. Теперь, так, что у нас здесь? Все провязываю изнаночными, первый ряд. Все провяжу изнаночными. И второй ряд все провяжу лицевыми. А темно-то как. Так, перешли на изнанку. Первую снимаю, далее все вяжу лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Все, вот это у нас такой-то лицевая сторона. Это у нас будет вот мысок, он немножечко будет заворачиваться. Значит, теперь начинаем прибавки. Точно так же в начале и в конце ряда. Первую снимаю. Одна лицевая. Одну прибавили. Далее вяжу все лицевыми. И точно так же сделаю прибавку в конце ряда. Я буду расширять, наберу всего 37 петель. Так, одна прибавили одну. Предпоследняя лицевая и последняя изнаночная. По изнаночной стороне вяжем все изнаночными. Значит, расширю 37 петель у меня будет. Сейчас буду добавлять, пока будет 37 петель, добавлю, потом к вам вернусь и будем вязать дальше. Опять перешли на лицевую сторону, все точно так же. Первую снимаю, вторую провязываем лицевой, одну добавляем и точно так же делаем в конце ряда.
Если размер маленький 36-37 и такой же метраж, как у меня, можно не 37, а 35 петель, допустим, набрать. Если размер 40-41, то на пару петель больше. Так, вяжем, расширяем. Провязала, расширила подошву. У меня 37 петель, как я уже говорила. Значит, я расширила 37 и дальше продолжаю вязать без расширений, просто лицевыми по лицевой стороне и по изнаночной стороне изнаночными петлями. Значит, сколько я провяжу высоту, ряды посчитаю вот по вот этим вот крайним дужкам, крайним петелькам кромочным. Сейчас мы будем привязывать вот эту деталь мыска. Примонтируем ее сразу, чтобы это можно было все замерить. По краю мыска у меня кромочных петель 19. Так как мы будем привязывать, брать одну кромочную с мыска, одну кромочную с подошвы. Поэтому, чтобы вот боковая сторона и кромочные на подошве совпадали. У меня здесь 19 петель. И здесь вот сейчас я зашла, 19 петелька у меня на спице. Сейчас я этот ряд провяжу изнаночными. Значит, после того, как я расширила подошву, я еще несколько рядов, пока у меня не стало 19 кромочных петель, я несколько рядов провязала просто лицевой гладью. Сейчас последняя у меня 19 петелька по боковой стороне, вот эта вот кромочная. Я сразу этот ряд провяжу изнаночными и потом привяжу этот мысок и пойдем вязать дальше. Вот так вот. Можно и до пятой, конечно, все провязать сразу и потом в конце мысок этот уже привязывать, но я сразу его привязываю, чтобы можно было прикинуть, примерить, как на вас сидит следок. Так, первую снимаю, все до конца ряда провяжу изнаночными. Это первый ряд узора. Я вот таким вот узорчиком буду вязать боковую сторону. Выпуклый такой. Всего из двух рядов состоит первый ряд. Все вяжем изнаночными по лицевой стороне. Довязали изнаночными, перешли на изнаночную сторону, второй ряд узора, первую снимаю, и здесь у нас просто идет резинка, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная. Все, узор вот такой. По изнаночной мы вяжем лицевая, изнаночная. По лицевой стороне все петли у нас будут изнаночные. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провяжу так еще пару рядов и буду монтировать мысок. Так, я буду привязывать крючком. Сейчас примонтирую мысок. Значит, если с крючком у вас проблемы, можно просто взять двойную нить в иголку и вот прикрепим по уголочкам, чтобы это ничего у нас не съехало. Потом вот петли одной боковой стороны отсчитаем и со второй боковой стороны отсчитаем, тоже прикрепим. С двух сторон это все закрепим и будем его привязывать, пришивать. Если иголкой, то тогда под две дужки ниточкой вот так вот внахлёст иголкой это можно все приметать, привязать двойной ниткой. Но крючком это будет крепче. Так, у меня 19 вот где петелька. Ну, у вас может быть другое количество петель. Я просто, как у меня идет, так я и называю. Вот как раз это первый ряд я провязывала изнаночный. Угу. Так, сейчас тут такая конструкция, что все на одной спице. Соединяю 2 кромочных, одну с мыска, одну с подошвы. И вот вместе. Сейчас будем их связывать. Сейчас опять будет нервничать, что я тут нитку на палец наматываю. Одну поднимаю, одну подхватываю. И провязываю. Так, опять одну подхватила.
так не спеша, потому что боюсь, чтобы у меня петли со спицы не слетели. Одну подхватила вот кромочную, ниточку захватываю, протягиваю. Это для тех, кто первый раз захватили, привязали. Сильно туго не затягиваем, сильно свободно не бросаем. Одну кромочную с мыска, одну с подошвы и привязали. Так по одной привяжем полностью весь мысок. На уголках внизу по 2 раза в одну петлю я буду вводить двойную петельку. Ну, до туда дойду. Так, опять ввели, вторую подхватили, вытащили, привязали. Еще раз привязываем мысок. Что у нас получается? Вот так вот. Вот так закрывается это все. Так, обвяжем сейчас весь мысок. Дошла я вот до уголка. Довязали. Теперь распределяем здесь все, чтобы у нас было ровненько. Вот это вот последняя петелька. Угловая, то есть петелька. Я ее 2 раза провяжу один. И еще раз в ту же самую ввожу. И второй. Чтобы здесь развернуться можно было. Так, далее. Поехали дальше. Опять здесь впереди. Вот по 2 поднимаю. Опять по 2. Опять подняли. Ввели. Провязали. Что тут запуталось? Да что ж такое, ну? Ай! Сейчас придется распустить немножко. Так, ну, в общем, принцип понятен. Вот, провязали весь мысок, переднюю часть. Вот так вот это все заворачивается. Перешли на вторую часть. Провязали эти петли вместе с петельками с мыска. Все, закончим сейчас вот этой боковой стороной. Я к вам вернусь, пойдем вязать дальше. Обвязываем мысок. Так, дошла я до уголка. Вот у меня последняя петелька. Подвязываю ее тоже. Все. Теперь отрезала. Я узлы не завязываю. Я потом, когда буду делать обвязку, все это закреплю, чтобы здесь не было сильно плотно толсто. Просто сейчас что сделаю? Выведу вот эти вот хвосты все наизнанку. Вывели его наизнанку. Завернулась она у нас. И точно так же вот этот вот белый тоже выведу наизнанку. Теперь внутренняя часть у нас остались вот эти вот хвостики здесь. Начало. Хорошо их затянем вовнутрь. Вот эти вот узелки, чтобы подтянем это все. И тогда у нас завернется вот так вот мысок. Так, теперь. Так, что мы делаем дальше? Дальше примеряем. Вот такой вот у нас получился мысок. Извините за спицы, но поделать я ничего не могу. Меха у меня нет подложить. Так, вот смотрите, примерили. Примерили на ножку. Все сидит нормально. Далее продолжаю вязать по узору. Смотрите, продолжаю вязать по узору до самой пятки. Провяжу сейчас несколько рядов где-то в середине, да вот в середине слитка. Я по краям добавлю по одной петельке, сделаю по одной добавке. У меня было 37, добавлю по одной, будет 39.
увеличу вот это вот подъем на пятку. Ну, это при необходимости. Если у вас все нормально, можете этого не делать. Значит, где я остановилась? Я вот остановилась на изнаночной стороне. Продолжаю вязать. Все, по изнанке у нас идет одна лицевая, одна изнаночная. По лицевой стороне мы вяжем все петли изнаночными. Все, продолжаем далее вязать до самой пятки. Самая сложная часть закончилась. Осталось проще пареной репы. Все, вяжем по узору. Первую сняла. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Последнюю провязываю кромочной. Все, продолжаем. Так я буду вязать до самой пятки. Дойду, провяжу нужное мне расстояние, замерю это опять все в сантиметрах. К вам вернусь и будем заканчивать вязать следок. Сейчас у меня лицевая сторона. Все, продолжаю вязать изнаночными. Узор простой, но получается пряжа у меня немного плотноватая. Получается хорошо. Вот он сейчас провяжется, когда несколько рядов, уже будет более понятен узор. Так, ну все, дальше я вязать уже не буду. Все изнаночные вяжем до пятки. Опа. Что у нас? Вот картина маслом. Довязала я до пятки. Так, значит, пятку сейчас буду вязать на средних 9 петлях. Сейчас длину померю. Здесь у меня наперед заходит целый сантиметр. Так, ориентировочно 23 и 23. Еще подтянется 24. Так, всего у меня 39 петель, как я уже говорила. Так, что теперь? Теперь по 15 петель на боковые стороны и 9 петель будет посередине. Нить я не обрезаю, я просто ее между петельками протяну. Так, беру 15 петель на эту спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь средние 9 петель я продолжаю вязать тем же самым узором, которым вязала вот это вот полотно. 9 петель провязываю изнаночными. 9-ю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, последняя 9-я петелька. Провязываю 2 вместе изнаночной петлей по лицевой стороне, соединила изнаночной, перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, 9 петель провязываю по узору, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-я петля. Провязываю 2 вместе лицевой петлей. Все соединили. Опять перешла на лицевую сторону. Опять 9 петель провязываю изнаночными. Последнюю 9-ю петельку соединяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-я соединили изнаночной. И по изнанке опять по узору и последнюю петельку соединяем с петелькой с боковой спицы лицевой петлей. Так провяжем, пока не закончатся все петли на боковой спице. Вяжем пятку. Довязали пятку до конца, закрываем петли. Значит, закрываю по 2. В серединке закрою сразу 3 петли, чтобы сейчас буду обвязывать верх следка, чтобы не было сильно широко. Сразу вот убавлю. 2 закрыла. Так, и что
что у меня здесь остается, еще 2 осталось. Все вместе их закрыла, все. Так, теперь на спице номер 2,5 я по всему верху наберу петли, провяжу 10 рядов, все изнаночными по кругу, на 4 спицы наберу, по кругу буду вязать, и потом с обратной стороны примонтирую вот под верхними, под 2 дужками, набираю петельки. У меня будет 50 петель. Было 54, я по бокам по 2 убавила, оставила 50. Все вытягиваем, набираем. Набираем, провяжем все изнаночными. Вот так вот я сделала, все провязала изнаночными и примонтировала. Можно провязать просто резинкой. Вот смотрите, вот эта пара у меня резинка 1 к 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Тоже хорошо сидит, хорошо держит. Так что это вот можно все изнаночными, просто вот такая вот окантовочка получится, можно резинкой. Значит, набираем 10-12 рядов, провяжем. Провязала я 10 рядов в высоту, все изнаночными петлями. 3 сантиметра у меня получилось. Теперь выворачиваю наизнанку. Я уже половину прикрепила. Перегибаем это все. Так, берем 1 петелька на спице, 1 снимаем. Теперь подхватываем петельку первого наборного ряда. Вот она. Вот они у нас проходят. Здесь такие поперечные, пунктирная линия. Подхватываем. Протягиваю ниточку. Закрепила. Опять 1 сняла. Подхватила 1. Ниточку протянула. Закрепила. Так по одной прикрепим все петельки. Попрячем хвостики. И все. На этом следочек будет наш готов. Вот так вот. На этом я буду сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Всем всего хорошего, всем мира и добра. Пока-пока.